Ну, всем доброго дня. Вот, в этом видео я покажу, как сплести шкатулку на этом вот плотном полотне, которое в предыдущем МК я показывал. Ну вот, сначала снимаем его с шаблоном, вот таким вот образом. Вот таким вот образом срезаем его с шаблона. В принципе, заподлицо с самими отверстиями шаблона. Вот. Делается это коротким ножом. Естественно, он должен быть острым. Естественно, со второй стороны тоже срезаем. Вот. Нужно снять полотнище или полотно с шаблона. Вот. Убираем все, что осталось внутри шаблона, поскольку эти все заусенцы будут мешать снять его. Вот. Ну и снимаем его с шаблона вот таким вот нехитрым образом. Вот. Вот по диагонали его не удастся снять, поэтому где-то надо его зажать и просто с двух сторон снять. Вот получилось у нас в итоге вот такое вот полотно, да. Вот. Далее кусочками обрезаем его ровно с первой, ну вот темной лентой здесь ровненько с ней обрезается это полотно. Вот. Естественно, с двух сторон. Вот обрезаем его. Вот вторая сторона, да. Ну, не буду показывать до конца, да, но понятно, что оно должно быть обрезано по кругу. Далее вот срезаем те длинные до второго перпендикулярного вот у нас, ну или горизонтального в данном случае. Да, там получаются такие вот треугольнички. Вот. А чтобы куски ленты не торчали, внутри мы его обрезаем примерно до середины вот этой вот горизонтальной ленточки. Вот. Вот таким вот там видно как раз, что получаются такие как треугольнички, за которые мы узелком его будем цеплять к кольцу. Вот. Ну, на второй стороне, естественно, тоже. Это вот как раз те обрезаем, которые у нас были на наружном кольце. Ну вот здесь диагонали проклеиваем, по капельке клея туда наносим, вот, чтобы скрепить диагонали с горизонтальной верхней ленточкой. Вот. В принципе, она держаться будет и так, но она может, поскольку сухая, она может выскакивать, выскочить при плетении, поэтому лучше ее закрепить клеем. Ну, вот таким вот образом я размазываю клей просто ленточкой немножко по диагоналям, чтобы лучше держалось. Вот. Ну, естественно, нужно дать этому клею где-то около часика засохнуть. Вот. Ну, примерно через часик уже начинаем плести, приплетать колечко. Колечко должно быть наружным диаметром примерно с диаметр, то есть наружный диаметр у колечка должен быть такой, как диаметр полотна. То есть в данном случае примерно 160 миллиметров. Вот. Ну и начинаем через эти вот освободившиеся треугольнички приплетать полотно. Вот. Хотя этот способ приплетения колечко к полотну, ну, немножко такой, скажем так, редкий, но он достаточно простой. Самый простой, скажем так. Ну, вот показываю все это в ускоренном темпе, потому что, ну, ничего тут такого сложного нет. Вот. Проплетаем, проплетаем, проплетаем. Просто приплетаем колечко к... Вот получается вот такая вот заготовка изначальная, скажем так. Вот. Плетаем с другой стороны еще колечко. Точно таким же образом через эти треугольнички. Вот. Ничего тут такого сложного нет. Вот. По аналогии с тем, как я показывал, как приплетаются колечки к моему ажурному полотну. Вот. А здесь, в принципе, ну, то же самое. Только, ну, полотно немножко другое. Более плотное, более
такое. Вот. Хотя это полотно достаточно такое, так крепкое. Вот. Ну вот, приплетаем следующее кольцо, второе. Поскольку полотно здесь симметрично, все равно с какой стороны, абсолютно без разницы. Вот. Только теперь между узелками делаем 2 узелка. Вот таким вот образом подтаскиваем узелок. Вот. И делаем между узелками, получившимися на полотне, скажем так, делаем 2 узелка. Вот таким образом мы можем продолжать это, ну, сколько угодно, сколько надо, скажем так. Вот. Вот опять немножко в ускоренном темпе покажу, поскольку, ну, начал снимать видео в более высоком качестве, но проблема в том, что достаточно емкие фильмы получаются. Вот. То есть много очень мегабайтов весят. Вот поэтому приходится сокращать их немножко, а то иначе с моей скоростью интернета они загружаются полдня на YouTube. Вот, поэтому, ну, такие вот, думаю, что в следующих видео будет довольно много таких ускорений. Вот. Ну и приплетаем теперь следующее кольцо. Вот. Ну, тут все очень просто. Тут обыкновенное плетение, узелок в узелок. Не надо тут ни по 2, ни в 1,5, никак. Очень обыкновенно. Между узелком узелок. И все. Вот, в принципе, вот такая вот. Вот. Это будет основание. Часть с основанием. Поэтому следующее кольцо приплетаем внутрь. Вот образовавшейся этой вот такой вот у нас основание, да, то в принципе приплетаем его внутрь. Вот таким вот образом, в принципе, ну, изменяем, в принципе, направление плетения, ну, перпендикулярно. Вот, тут получается, вот, и это будет у нас, ну, таким как основанием для основания, куда мы потом вставим основание. Вот. Вот таким вот образом все это приплетается. Немножко будет, ну, сложнее приплести его перпендикулярно. Ну, поскольку туда... Вот, ну, поскольку, ну, опять же, здесь диаметр довольно большой, здесь, в принципе, удобно. Вот когда получаются маленькие, меньше диаметра, ну, тогда это будет немножко сложнее. Вот таким вот образом. Вот. Приплетаем. Вот, заканчиваю я его приплетать. Вот. Ну, помогаем шилом, естественно, там, где это надо. Вот. Плетение достаточно плотное. Я решил и узелки сделать достаточно плотно. Вот. Вот. Проклеиваем, конечно же, немножко соединение, совсем чуть-чуть. Вот. Ну, так, чтобы она никуда не вылезла, эта лента, впоследствии. Вот таким вот образом делаем. Ну, обрезаем, естественно, концы. Вот такое вот основание для основания у нас получается. Вот потом впоследствии основание здесь само будет плестись отдельно. Ну вот здесь делаю я свою самую простую загибку. Вот, то есть вот раздвигаем вверх узелка, вставляем туда ленточку. Ну и просто скрываем прутик. Вот, поскольку здесь узелки достаточно плотно стоят, то здесь мы их просто каждый раз в следующий, вот, не обматываем отдельно, а просто каждый раз в следующий. Получается достаточно такая красивая загибка. Ну, не загибка, а прокромка. Вот. Загибка это немножко больше к пруту относится. Вот. Делаем вот такую вот кромку. Просто обматываем вокруг через узелок. Вот, видите, такая вот кромочка получается. Вот.
Ну и замену немножко тоже покажу этой кромочки. Вот, тоже то же самое, как и в начале. Раздвигаем вверх около головы узелка, вставляем туда прутик, ленточку. Вот, обрезаем чуть-чуть дальше предыдущую и просто зажимаем ее вот таким вот образом вот на этой следующей лентой. Ну, вот видите, соединения практически не видно. Вот таким образом. Ну, если кто-то сомневается в этом соединении, можно его тоже проклеить. Ну, хотя моя практика показывает, что она достаточно прочная и не расплетается. Вот туда мы будем вставлять потом основание. Вот. Ну, следующий этап. Следующее колечко уже с другой стороны или со стороны крышки. Начинаем приплетать точно так же, как и в основании, по 2 узелка, поэтому подсказываю все в ускоренном темпе. Вот, ну, вот в итоге получается вот такой вот промежуточный этап. Далее, ну что далее? Далее из пятерки ленты, поскольку у нас полотно было из пятерки, я делаю дорожку. Дорожки шаг через 2 узелка, поскольку лента 5 миллиметров. Вот. Да, ну забыл сказать, что плету узелок я здесь 4 лентой. Да, поэтому, чтобы вот убрать такой вот контраст между 4 и 5, поскольку 5 миллиметров лента у нас была на полотне, я проплетаю дорожку 5 лентой. Ну а дальше в ускоренном темпе тоже покажу, как плетение основания. Ну, то есть тут я уже пару раз его показывал и в видео, и в фотографиях, поэтому если кто-то не видел, смотрите предыдущие мои мастер-классы. Там все это показано более медленно, более, я думаю, доходчиво. Есть и в фотографиях, есть и в видео, поэтому сильно много останавливаться я на этом уже не буду. Ну так, в ускоренном темпе, поскольку здесь качество видео немножко лучше, покажу. Ну вот второй кружок приплетаем уже по 2 узелка. Вот. Второе колечко по 2 узелка. Вот здесь у меня получилось на спирали из ленты примерно 8 узелков. Вот следующий приплетаем уже по 2 узелка между узелками. Вот. Вот, поскольку шкатулка у нас плотная, я решил это основание сделать достаточно тоже плотным. Более-менее, поэтому, ну, таким вот образом все это делается. Естественно, обязательно все колечки соединяем здесь на ус. Вот, ус примерно я делаю на 2-3 узелка. Ус обязательно проклеиваем. То есть, ну, тут такие уже подробности я показывал не раз, поэтому в этом видео я их просто опустил. Ну, вот, ну, следующее кольцо уже приплетаем опять по одному узелку. Вот. Здесь все достаточно так. Все просто. Ну, самое главное здесь выдержать его в горизонтальной плоскости, так, чтобы оно, ну, на одной плоскости получилось, чтобы никуда не сыграло. Вот, колечки, в принципе, на 8 миллиметров больше, чем предыдущие берем. Вот, и все, больше ничего тут такого сложного нет. Вот здесь опять мы по 2 узелка. По 2 узелка. Когда расстояние, в принципе, больше становится, чем 2 ширины ленты на основании, вот, или даже местами может быть больше, местами равно 2 ширинам ленты, то есть в данном случае это 8 миллиметров, тогда вплетаются 2 узелка. Тогда в таком случае основание будет у нас плотное довольно. Вот таким вот образом. Вот, ну далее плетем опять по одному узелку.
Походу далее уже по два уже не будет, уже только по одному. Вот. Достаточно занятие, это достаточно такое кропотливое, много времени отнимает. Вот, если кто-то желает, можно вырезать просто из фанерки какой-нибудь это основание, туда вставить, если точно вырезать и вставить. Вот, это, конечно же, сократит время намного. Вот, поэтому вот, ну, я решил все-таки сделать так, чтобы красиво было и плетеное основание. Вот, по ходу получается уже последнее колечко. Вот. Вот. Это основание получается где-то 155-150 миллиметров шириной. Ну вот его вставляем внутрь. А внутрь получается вот уже у нас основание шкатулки готово. Ну, в следующем видео обязательно покажу, как сделать верх шкатулки, подготовить под крышку и сделать саму крышку. Поэтому всем до свидания. Пробуйте, дерзайте. Все в ваших руках.